Приветствую вас, мальчики, девочки, другие любители виртуального футбола. На календаре у нас четверг, и это не обычный четверг и не просто оперативное обновление. Ведь сегодня стало доступно обновление для eFootball до версии 5.5.0. Тот самый апдейт перед началом Мундиаля и, соответственно, новой кампании, которая стартует уже на следующей неделе. Поэтому, что сегодня, что в следующий четверг, я думаю, нас ожидает более-менее такой вот, знаете, интересный и осязаемый контент. Во всяком случае, сегодня обновилась фаза, новый контент так или иначе появился, поэтому давайте все это дело обсуждать. Футбольный сезон близится к концу. Konami подводит его итоги новыми наборами, а там и чемпионат мира не за горами. Поэтому, чтобы быть готовым к крутым наборам в eFootball, нужно как следует запастись монетами. И поможет вам с этим Kekiхон, телеграм-бот для доната в eFootball и другие мобильные игры по самым низким ценам. У ребят самые низкие цены на монеты среди конкурентов, а 1000 положительных отзывов не дадут вам соврать. Ссылка в описании. Давайте проговорим это в самом начале и больше не будем возвращаться к этой теме на протяжении всего этого ролика, ибо перед тем, как войти в игру, получить очередную порцию оперативного обновления, Konami позволили нам сменить регион наших игровых аккаунтов. Я так понимаю, что это в большинстве своем касается именно тех, у кого была проставлена Российская Федерация, потому что она напросто пропала из этого перечня. И поэтому перед тем, как приступить к игре, Konami позволили нам сменить регион на любой желаемый. Япония, Турция, Англия, США, Франция, да какой угодно. Если на момент выхода этого ролика вы все еще не сменили регион по каким-то причинам, то расклад следующий. Если вы выбираете Японию или Турцию, то вам время от времени могут перепадать некоторые ништяки. Например, в Турции иногда раздают халявные эпические карточки, тогда как в Японии вроде как по понедельникам раздают по 20 золотых монет. Но с другой стороны, вам придется играть соответствующие ивенты по японской и турецкой лиге. Если же вы выбираете Англию, США, Францию или любую другую европейскую страну, то в принципе у вас ничего не изменится и ивенты будут также по европейским командам. Ключевой набор сегодняшнего дня — это лучшие игроки английской премьер-лиги. Бигтаймовский Деклан Райс в качестве новоиспеченного чемпиона Англии, конечно же Эрлинг Холланд, который забил просто тонну мячей в АПЛ, и по не совсем понятным для меня причинам Уго Экитике. Не то чтобы плохой сезон, в принципе ровный, неплохой, хороший, но включать его в список лучших, выглядит как-то по меньшей мере странно. С другой стороны, а кого еще включать, учитывая, что тот же Бруно Фернандеш также ранее фигурировал в подобных наборах и также успел получить свою бигтаймовскую карточку. Но, во всяком случае, лично для меня пак особо притягательным не выглядит, потому что какие бы цифры Деклану Райсу не рисовали, все-таки моделька у него, такая тяжеленькая. Понятно почему, но все равно не совсем как-то вот приятно за него играется. Эрлинг Холланд, скорее для ценителей навесодрочерства. Габаритный нападающий, при этом располагающий скоростью. В принципе, неплохой вариант, но Эрлинг используется крайне и крайне редко. Тогда как Уго Экитике, это Уго Экитике. Тоже неплохие цифры, но такая вот своеобразная моделька. Внезапно, судя по всему, перед началом чемпионата мира, Konami выдали целое откровение для фри-то-плейных аккаунтов и выкатили целых 2 соответствующих набора, которые может позволить каждый желающий, кто проходит ивенты и постоянно забирает монетки. Это отдельный пак с Дарвином Нунизом за 500 золотых монет и небольшой мини-пак с Давидом Алабой за 750 золотых монет. Причем второй получает навык «Дальний отбор мяча», который для защитников достаточно имбовый. Поэтому, если вы нуждаетесь в усилении линии обороны, то, в принципе, стоит присмотреться. Дарвин Нуньес, по сути, это апгрейднутая карточка 1,5-годичной давности, когда его раздавали на Новый год. В принципе, та карточка чем-то выдающимся не выделялась, но при этом была опасна на 2-м этаже. И я полагаю, что эта версия будет не менее опасной, учитывая, что у модельки в целом предрасположенность к успешной игре на 2-м этаже, так он также и получил навык голова-молот. Поэтому для любителей навесодрочерства, в принципе, прям шикарный подгон, я считаю. Мастер-лига возвращается! Да, ура! Наверное.
Мастер-лига возвращается снова на неделю и снова предлагает нам побороться за эпическую карточку одного из вымышленных футболистов. На этот раз это Минанда, атакующий полузащитник. Ну, не знаю, чуваки, после того, как я играл в это нечто ради Кастола, и учитывая, что сам Кастола меня впоследствии ничем не зацепил, как эпический игрок, ради Минанды на позиции АПЗ как будто бы тоже нет особого смысла как-то потеть. Поэтому, не знаю, отпишите в комментариях, будете ли вы играть в Мастер-лигу на протяжении этой недели и будете ли бороться за карточку Минанды. Новый шоутаймовский игрок за прохождение новой фазы — это Ника Шлоттербек. В принципе, длинный центрбэк, почему бы и нет. Судя по всему, Konami обратили внимание на то, что мы решили перекачать флангового Тимбера на позицию центрбэка и решили от греха подальше выкатить нам полноценного центрального защитника. Так и более того, ему также дали достаточно имбовый навык — дальний отбор мяча. Читерная анимация, которая позволит вам совершать дальние выпады, причем в самый неожиданный момент, и за счет этого перехватывать мячи. Но просто чудо. Konami прям как-то расщедрились, если честно. Очередной хайлайтовский пак с лучшими игроками сезона. На сей раз это лучшие игроки английской премьер-лиги. И, в принципе, здесь более-менее ожидаемые лица. Собослай, Салиба, Ника Орелли, Педро Порро. Правда, вот Люк Шоу как-то неожиданно выглядит. В моем представлении он как будто бы всю жизнь уже лечится. Но в целом варианты есть неплохие. Как минимум тот же самый Салиба стоит того, чтобы попытаться выловить его из этого набора. Также присутствует и Ника Орелли, которого в свою очередь мы также можем забрать за селективный контракт. Поэтому можете попытаться выловить его отсюда и затестить перед тем, как тратить селективку. Игроки за номинальный контракт — это игроки национальных сборных, и по сути это вот небольшая затравочка на контент перед Мундиалем. Но особо распинаться по поводу этого набора не вижу смысла, потому что здесь все выглядит плохо, от начала и до конца, начиная от дизайна этих карточек, над которым решили просто не заморачиваться, и заканчивая самими представленными игроками. Возрастные Кевин Де Брюйне и Гранит Джака, которые даже фри-ту-плейщиков особо не усилят, Райан на ворота 4-звездочный, Крис Вуд, который, ну, понятное дело, не бегает, и только Семеньо с Мактоминаем выглядит, ну, более-менее играбельно, как будто бы, но не более того. А вы помните 2022 год? Те самые паки с игроками национальных сборных во время кампании в честь чемпионата мира. Судя по всему, первые паки из этого же ключа возвращаются в eFootball, и, к сожалению, это не совсем те паки, которые мы, наверное, рассчитывали бы увидеть. Но старт подобным набором задан, и первыми паками стали наборы с игроками сборной Таиланда и Малайзии. В принципе, бессменные братишки для Konami и eFootball. Правда, это паки селекции, это не полноценные наборы за 1500, за 1700 монет, поэтому здесь забираем не всю команду, а только выкручиваем по одному футболисту. Также появился долгожданный фильтр от умной помощи, и выглядит он следующим образом. Вы можете его проставить перед началом игр в дивизионах. Соответственно, у нас два варианта выбора: свободный подбор соперника и использовать мои настройки. Первый вариант, очевидно, подбирает вам абсолютно любых соперников, у которых отключена умная помощь и у которых она включена. Тогда как второй вариант подразумевает, что у вас умный помощник отключен, и вам будет подбирать таких же соперников, как и вы, то есть с отключенной умной помощью. Контент на понедельник особо не балует, ибо мы получим эпический пак с игроками национальной сборной Японии, сами понимаете, контент на любителя, тогда как в субботу, скорее всего, увидим шоутаймовский набор с участием Казимира, который покидает Манчестер Юнайтед. Вообще, начиная с 22-й части, Казимир был достаточно таким вот популярным выбором на позицию опорника, и лишь с последующими частями он становился все менее и менее актуальным. Поэтому как бы и можно было бы забрать, но с другой стороны, сделает ли он разницу в опорке, учитывая, что теперь другие персонажи главенствуют на этой позиции? Ну, тут еще нужно посмотреть.